Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Рыболовные сети и рыболовные мережи». Поступил ряд вопросов разнообразных по поводу ловли рыбы на течении. И сегодня я вам просто расскажу или поделюсь. Кто-то знает эту информацию, кто-то не знает этой информации. Да? Как правильно установить рыболовную сеть на течении, скажем, на среднем течении. Потому что на большом течении там более другие применяются способы ловли. А на среднем течении выставляется более эффективный вид сетей. Применение рыболовных сетей оно разнообразное. Да? Также на течении что одностенные, что трехстенные, что рамовые сети. Тут нет большой разницы. Влияет два фактора. Скажем, непосредственно первый фактор то, что лучше использовать сети где-то приблизительно метров по 20, они более эффективные, да, метров по 20. И, скажем, непосредственно, когда вы устанавливаете сеть, понятно, мы сейчас по шнурам не будем говорить, что какие шнуры там применяются, отгружаются. Смотря в зависимости от течения, скажем, отгрузка идет по шнурам. Бывают и достаточно тяжелые шнуры. И также понятно, что поплавки необходимо применять уже относительно течения, относительно грузов. Но эффект, просто я вам расскажу один секрет или эффект ловли на течении. Предположим, что вот у вас сеть которая где-то 20 метров. Я говорю, что эффективнее это по 20 метров сети. Сети, в зависимости от того, какая высота у вас сети, предположим, не суть сколько она 1,8 3 метра высота этой сети. Да? Когда вы ставите на оттяжку, необходимо сделать вот такой момент. Скажем, 2 оттяжки. Закрепить это наверху сети. Здесь крепление на низу сети. И уже идет оттяжка, идет груз. В зависимости якорь, камень, плита. Кто на что ставит. И с другой стороны то же самое необходимо сделать. Да? Также крепление идет. И идут вверх, вниз крепится. И на высоту вашей сети необходимо где-то приблизительно 2 метра отступить от сетки. Да? И необходимо по высоте, какая у вас высота в зависимости, 1,80 м, 3 метра, 2,50 м. Сюда поставить кол. Деревянный кол. Который тоже надо уравновесить, да, скажем, чтобы сюда подвязать груз, уравновесить, чтобы он был в воде, как поплавок. И вот две такие непосредственно конструкции, с этой стороны точно так же. Вы ставите 2 кола. 2 кола и выставляете данную конструкцию уже сети на течение. Она будет более эффективно ловить, не будет она собираться и не будет она складываться. Спасибо за внимание, всем хорошего дня.